Привет, неунывающие аудиолюбители! Вы меня просили сравнить две акустические системы от Edifier. Это новинку, сравнительную новинку на сегодняшний день, по крайней мере, R2750DB MK2 и давненько выпускаемую, однако обновленную до модели R2850DB. Вот. Также вы просили сделать какие-то выводы и высказать свое мнение. Начну, пожалуй, с конца, выскажу свое мнение. Оно вам не поможет, только дезориентирует и дезинформирует, потому что каждый человек должен делать выводы свои на основании своего рейдера, списку требований, которые он предъявляет к акустической системе. Поэтому я никогда не могу ответить на вопрос, какая из систем лучше, что купить, это или то. Это все равно, что вы спросите, на ком жениться, на Светке или на Надьке. Я уже 10 раз приводил в пример этот дебильный случай, но очень похожий просто. То есть, если вы вообще не заморачиваетесь, то вам вообще все равно, что покупать. Берите, слово какое хорошее, берите дешевле и меньше по габаритам. Места же мало. Куда поставить? Вот. Поэтому я не подскажу. Каждая модель, которая выпускается, призвана закрыть некоторую нишу. И в этом она, по мнению отдела маркетинга, в частности Edifier, если мы о них говорим, она эту нишу заполняет максимально точно. То есть и ценовой диапазон соблюден, габаритные размеры, функциональные возможности и какие-то особенности звучания. Хотя, вообще говоря, в системах такого уровня, это мультимедиа, напомню, то есть колонки, раньше называлось для компьютера, сейчас это для некого ближнего поля, небольшого пространства, которое можно оценить, я бы это назвал таким кабинетным режимом. И вопросы, хватит ли той или иной системы на зал 18 метров, я ничего не могу ответить. Или могу сказать что-то типа, комплектов 5 надо, таких, чтобы озвучить. Получился такой средний танцпол вот на этом убогом пространстве. Вот. Для залов, в том числе 18 метров и 28 метров, у меня детская комната была в коммуналке 36 квадратных метров, с потолками 5 метров в высоту. Для этого существует другая техника. И продается в других отделах. Про аудиосистем, знаете, наверное. Для, хотя бы баров, там, каких-то площадок и так далее. И стоит она подчас дешевле, чем та, которую мы сейчас рассматриваем. Хотя это очень бюджетное решение. И этим они, конечно, привлекательны людям, и поэтому такой к ним интерес. И поэтому вопрос, какую из этих двух систем в частности выбрать в случае... Нет, опять не буду говорить о том, какую выбрать в случае том или ином, а просто давайте объективно рассмотрим, что эти модели умеют, и попробуем представить себе, для чего выпустили, продолжили линейку 2750, когда есть 2850. На мой взгляд, 2850 это максимально габаритное нечто в формате 2.0, которое Edifier решили занимать нишу которую. Наверное. То есть это мое предположение, но, по крайней мере, крупнее у них ничего нет, и будем из этого исходить. 2750 это все-таки чуть убористее, однако в общих габаритах, я тут не могу их поставить вместе, у меня где-то есть фото, если найду, подложу, где я сравнивал, по-моему, 2700 и 2800, но они примерно по габаритам очень похожи. Хотя, опять же, этот динамик увеличили на полдюйма. Хотя, с другой стороны, может быть, это они просто начали мерять не посередине подвеса, как оно положено в аудиотехнике измерять, а по краю подвеса или наоборот. То есть мне трудно сказать. Важно, что динамики использованы все другие здесь и другие здесь. То есть это реально новое поколение в этом же формате колонок. И вам дается возможность выбрать. Единственное, что я с сочувствием могу прокомментировать, это стоит ли продавать старую систему, например, 2800, и гнаться за этой.
Если у этой модели есть некие опции, в частности интерфейсы, или там кодек, допустим, i5x, он здесь появился, а вы без него прям никуда, ну тогда меняйте. Также я уверен, что новое всегда лучше предыдущего, потому что оно учитывает ошибки, там недоработки, может быть, какие-то, оптимизированы разные узлы. Поэтому из двух моделей старше и моложе я бы выбрал ту, которая моложе. Это я о чем? Это я о колонках. Сегодня четверг, сегодня пятница. Я о колонках. Согласен, да. То есть новое лучше. Вот. Но стоит ли бросаться и переходить, не факт. Но в предыдущем каком-то видео я говорил о том, что если вам нужен, допустим, какой-то интерфейс, которого нет в какой-то системе, в любой, самый старый, то, на мой взгляд, дешевле, практичнее было бы купить вот эту приблуду, адаптер, который имеет этот интерфейс с подключением к одному из интерфейсов, имеющихся в этих ваших колонках. Во-первых, это дешевле, во-вторых, продать что-либо малореально сейчас, бэушное, вы понимаете. И в-третьих, когда сменится этот интерфейс на что-то более современное, вам опять придется продавать колонки, если вы купите колонки с этим интерфейсом. Вот, например, Bluetooth. Вот в этой уже 6-й, в этой 5-й, там, по-моему, какой-то. То есть, если это критично вам, там задержку вы обнаружили какую-то или еще что-то, да, придется кидаться вот в такие крайности. А в случае адаптера вы просто смените адаптер и все. Мне кажется это рациональным. То есть такой резон, как наличие или отсутствие какого-либо интерфейса, мне кажется, не первичным, по крайней мере. По крайней мере, на звучании это не отражается. На звучании отражается вот смена элементной базы, усилителей, предусилителей, процессора, аудиопроцессора, который там стоит. Конечно, динамиков. Конечно, расчеты резонаторов. То есть они могут поменяться. Я не знаю, кстати, мы сравним, что там с настройкой, с тюнингом этих двух корпусов фазоинверторов. Это влияет на звук непосредственно. А весь сервис, который вокруг, как подключить, как управлять, какие-то, конечно, могут быть случаи, когда это критично важно, то есть фатально. Вот без этого вы никак. На здоровье. Также у этой новинки она поддерживает этот Edifier KONX Application, что, в принципе, да, позволяет регулировать, управлять, мониторить эту колонку более современно, во-первых, с телефончика лежа на диване, во-вторых, более широко, чем возможности, предоставляемые регуляторами. Также в этой модели, можно сказать, обновление коснулось расположения органов управления. Они переехали назад. Активные колонки, в отличие от боковых ручек управления и включения, в частности, которые были в этой модели, более традиционных линейках Edifier. Многие люди ругаются на такое решение, но хочу напомнить, что у этих колонок есть пультик управления, лентяйка, которая имеет все эти функции, и не нужно заглядывать назад для того, чтобы что-то там повернуть. Подключить, да, но часто подключать я не думаю, что нужно. Если нужно, то вы видите провод, просто там, не знаю, оптику, например, пусть у вас лежит где-то в доступном месте. То есть это я пытаюсь объяснить, это решение. Почему они это сделали, честно говоря, я не знаю. Им виднее, они почему-то так решили. Давайте сделать. рассмотрим формальную сторону вопроса. Что заявляют на ту или иную модель на сайте Edifier производителя. Вот перед вами старушка 2850. Она характеризуется только обновленным дизайном по сравнению с еще более древними моделями, мощностью 150 Вт для трехполосной системы, Bluetooth 5.1, однако i5x, и высокое качество МДФ, которое составляет корпус. Также, напомню, у нее есть пульт дистанционного управления и стандартный набор входов для того времени. В то же время 2750, новинка условно на данный момент, по крайней мере, и выпускается в двух цветах, и набор опций значительно шире. Вы все видите их, я не буду перечислять.
Замечу одно из кое-что, влияющее действительно на звук. Это, например, довольно большой калибр басового динамика. Это 7 дюймов, а у конкурента 8 дюймов, напомню. То есть разница не столь велика, как была между 2750 прежнего выпуска. Там был 7-дюймовый динамик. Но также здесь добавлено много чего полезного. Ну, впрочем, из оставшегося этого вы видите, что это полностью система, управляемая процессором и имеет Dynamic Range Control, то есть средства минимизации перегрузки, искажений, обусловленных перегрузкой. Также поддержка Hi-Res и Hi-Res Audio, ну и набор входов, расширенный за счет, например, HDMI, такого взрослого себе, Bluetooth 6, тоже как бы более прогрессивны. Но еще важно, что влияет действительно на звук, наличие системы Sub-Out, у этой системы выхода на сабвуфер, а также управление с помощью приложения Diffire Connect. Для людей, любителей тонкой настройки своей системы для какого-то определенного точного выверенного звучания, это, пожалуй, представляет собой полезную штуку. Хотя выход для подключения активного сабвуфера есть у старой модели 2850, не знаю почему на сайте об этом ни слова. Что же касается цифр, сухих цифр, вот с размерами, которые вы здесь видите, и перечисления мощностей, которые подаются на тот или иной динамик, это мы все рассматривали в обзоре этой системы, а также калибры динамиков, составляющих эту систему, наличие входов, чувствительность и частотный диапазон, можно сравнить с аналогичными показателями этой системы. Видите, здесь поскромнее в этом пределе указано все, какие 40 тысяч, где они взяли их, ну, им виднее, безусловно. Ну и еще раз размеры. Кому важно, многие люди упираются в этот размер. Вот он. Возможно, это будет интересным. Но, чтобы дважды не вставать, давайте рассмотрим кривые импеданса, которые характеризуют настройку, тюнинг, конструкцию порта фазоинвертора этих обеих систем. И можно будет как-то косвенно сравнить их возможности по басам. Перед вами кривая импеданса 2850, а вот это вот 2750 dB MK2. Давайте их сложим и посмотрим, что покажет сравнение. Вот оно как, дорогие мои. Похожие кривые, ну, впрочем, и калибры динамиков похожи, размеры не намного отличаются, поэтому неудивительно. Однако, все-таки 2750 новинка, похоже, вытянута больше вниз, немножко ей добавлено здесь возможности, поэтому басовые кондиции этих обеих систем я бы оценивал именно по факту. Посмотрим, по прослушиванию покажет. Все это хорошо, но, конечно, определяющим является звучание. Звучание против цены, против габаритов, против чего еще. Да, больше ничего, пожалуй. То есть вот эти три фактора: звучание, какое-то субъективное. То есть если вы меня спросите, вот какая модель вам больше понравилась по звучанию, напомню, что это затюнено чуть повыше даже, чем это, она поглубже, может быть, немножко копает, и баланс у нее может быть более басовый, а может и не быть, смотря как решена эта зона, как бы до 100 Гц, до 120. Короче говоря, одному так нравится, другому по-другому. Кстати, от помещения зависит, чуть меньше, ну, то есть комната, имеющая отражение на чуть более высоких частотах, заставит бубнить одну из этих систем, а вторая более лояльно будет звучать в этом помещении. Это я тоже не могу предвосхитить. Да, но помещением надо заниматься отдельно, то есть котлеты отдельно, мухи отдельно. То есть комнату надо посильно глушить. Не знаю, у меня жалюзи длинные, там ковровое покрытие кругом и на стене. И как бы ничего. По крайней мере, порхающего эха нету, и слава богу. А стояки, да, они, конечно, есть. Я показывал, где-то видео демонстрировал, что у меня творится, у вас, я думаю, творится примерно то же самое. Короче говоря, выбор одной из двух этих систем довольно творческий вопрос, что делает этот процесс перманентным и бесконечным.
Сейчас эти колонки, потом другие какие-то вам приглянутся. А может, вы забьете на это все и будете просто слушать музыку, потому что есть или что осталось в результате ваших безумных экспериментов. Желаю вам найти свой звук. Давайте послушаем, как звучат эти две системы на моем старом наборе треков. Они записаны в разные годы, в разных помещениях, но на одними микрофонами, по крайней мере. Просто я рассчитываю на то, чтобы дать вам отдаленное представление, получить отдаленное представление о том, как звучат эти две системы друг по отношению к другу. Всего хорошего, auf Wiedersehen, дорогие мои.